Вот такая красота в итоге у меня получилась. Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные томаты в собственном соку на зиму. Мы с Алексеем уже попробовали их. Это очень вкусно, проверено, рекомендуем. Ссылку на наш мукбанг канал, где мы пробуем эти помидоры, оставим вам внизу в описании под этим видео. Переходите, пробуйте вместе с нами и готовьте, конечно же, тоже вместе с нами. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочку мы вам оставим внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. Как многие уже из вас знают, мы недавно переехали в Турцию и снимаем для вас рецепты из своей турецкой замечательной квартиры. Кому интересно, обязательно переходите по ссылке. Добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие томаты в собственном соку на зиму. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня формат рецепта у нас будет не очень обычный, потому что случился форс-мажор, и Алексей удалил еще до начала монтажа все видеоматериалы. Поэтому сегодня буду вам рассказывать на словах, потому что все у меня уже закручено, все было отснято, но, к сожалению, материалов нет. Для начала мы берем 3 килограмма помидоров, измельчаем их на такие кусочки, режем, чтобы было удобно либо перекрутить через мясорубку, либо перекрутить через блендер. То есть я крутила через блендер примерно по 2 сантиметра, кубиками по 2 сантиметра нарезала помидоры, 3 килограмма, перекручивала через блендер. Перекрученные через блендер помидоры помещаем в кастрюлю и начинаем варить томатный сок. После закипания варим в течение 30 минут. По мере образования пенки ее нужно будет удалить. Как только закинули помидоры в кастрюлю, засыпаем 80 грамм соли и 200 грамм сахара. Далее варим после закипания 30 минут. Пока варится томатный сок, берем очередные 3 килограмма помидоров. На томатный сок берем абсолютно любого размера помидоры, а сами помидорки стараемся выбирать вот такие компактные, небольшого размера. Значит, далее помидоры, которые у нас будут непосредственно помещаться в банку целиком, мы надрезаем вот так крест-накрест, не глубоко, и помещаем пока в чашку. Далее ставим еще одну кастрюлю с водой. Воды должно быть достаточное количество, чтобы 3 килограмма помидоров туда спокойно поместились. Ставим кастрюлю с водой на плиту и доводим ее до кипения. Итак, друзья, кастрюля, конечно же, должна быть у нас большая. У нас 3 килограмма помидоров, помните, да? Как только вода закипела, не снимая с огня, помещаем в кастрюлю 3 килограмма помидоров. Помещаем вот таким образом. Сначала на шумовку и опускаем вниз, чтобы помидоры не плюхались и, соответственно, не обрызгали вас кипятком. Вода в кастрюле, конечно же, у вас перестанет кипеть, потому что 3 килограмма помидоров поспособствуют этому. Закрываем крышкой и засекаем ровно 1 минуту. Итак, друзья, как только у нас прошла минута, открываем крышку. Помидоры должны полностью быть покрыты водой. При помощи шумовки, опять-таки, достаем помидоры из кастрюли и помещаем в чашку с холодной водой. Все, пока оставляем помидоры в холодной воде. У вас, соответственно, много помидоров, аж целых 3 килограмма. Оставляем помидоры в холодной воде. Тем временем не забываем снимать пенку по мере образования в томатном соке, который у нас варится в кастрюле. А также после того, как томатный сок закипит, необходимо уменьшить газ до чуть ниже среднего. И под закрытой крышкой, как я уже сказала, варить томатный сок в течение 30 минут. После того, как пройдет 25 минут, в томатный сок заливаем 100 мл 9% уксуса и провариваем еще 5 минут. Далее, посмотрите, помидоры у нас полежали некоторое время в холодной воде. Вот так цепляем кончик и при помощи ножа легко и быстро очищается помидорная кожура. Вот такие красивые, замечательные помидорчики у нас с вами получаются. Их тоже в отдельную чашку собираем. Я вам в качестве примера показываю на 2 помидорчиках. Соответственно, у вас будет целых 3 килограмма помидоров. Таким образом очищаем легко и быстро помидорчики наши. Далее, когда все помидоры очищены, банки обязательно предварительно стерилизуем. Я это делаю в духовке при 160 градусах. В холодную духовку помещаю банки и включаю разогрев до 160 градусов. Как только духовка разогрелась, с этого момента засекаю 15 минут. Таким образом стерилизую банки. Крышки
вскипячу в сотейнике отдельно после закипания в течение 10 минут. Далее чистые стерилизованные банки мы заполняем помидорами, которые подготовили ранее. И когда у нас прошло 30 минут, томатный сок готов, отключаем газ. Помидорами, значит, заполнили банки и горячий, только что сваренный сок заливаем в банку до краев, до полного. Далее банки закрываем крышками. Если это обычные крышки под машинку, то просто банки сверху прикрываем. Если это закручивающиеся крышки, то слегка закручиваем. Далее дно кастрюли застилаем каким-нибудь полотенцем, тряпочкой. В кастрюлю помещаем наши банки, заливаем водой до плечиков и отправляем на плиту. Сначала на максимальный огонь. И с этого момента засекаем время. В течение 20 минут будем стерилизовать наши томаты. По истечению этого времени аккуратно, обязательно на стол стелим кухонное полотенце. Другим кухонным полотенцем достаем банку. Учитывайте, что они будут у вас очень горячими. Далее, придерживая одной рукой при помощи кухонного полотенца банку, хорошенько закручиваем крышку. Далее переворачиваем вверх дном. Точно так же поступаем со всеми оставшимися банками. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 5 литровых банок томатов в собственном соку. Вот такая красота в итоге у меня получилась. Далее банки у вас будут, конечно же, горячими, поэтому аккуратно. Берем теплое одеяло, накрываем банки и оставляем при комнатной температуре прямо на столе до полного остывания. Чуть позже покажу, что у меня получилось. Итак, друзья, все банки у меня остыли, одеяло я убрала. Сейчас мы с вами откроем одну баночку и будем пробовать на нашем мукбанг канале. Аккуратно вытаскиваем наши красавчики, помидорчики. Посмотрите, как они выглядят без кожуры. Замечательные супер помидорчики. Итак, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Помидорчики замечательные, очень аппетитные. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать их на нашем мукбанг канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.